что, всем привет! Не знаю, слышно меня из-за водопада или нет, но место красивое. И как вы уже заметили, я люблю воду. Сегодня новый обзор на заправку вот эту Доктор Гудс или Гюдс, как правильно читается, я не знаю, в английском не силен. Хром. Стоит там чуть меньше, чем 1500. Поэтому должна быть хорошая, потому что если она за 1500 говно, то я ее в этом водопаде и утоплю. В заправке сразу скажу шарик. И она у меня стояла, пока я возьму ее для обзора, несколько недель. И весь осадок остался вот так вот на дне. А здесь был прозрачный вот этот растворитель, или что, чем они разбавляют свой пигмент. Поэтому хорошо перемешивайте. И в маркере также, если маркер долгое время стоит, и вы им не пользуетесь, то, понятное дело, заправка осядет. И если, ну, не знаю, не тегал там день или что-нибудь там 10 часов, несколько дней, то лучше маркер потрясти и кинуть в него шарик. Сегодня вместо маркера я решил использовать обувную губку обычную. Захотелось довольно толстых, жирных хромовых тег. А то все в последнее время в обзоре какие-то маркера и маркера небольшие. Поэтому пора бы уже что-нибудь такое. Ну, заправки удобная система заправления маркеров. Ага. Так, не понял. Что за говно? Надо как-то протыкать или что? Я что-то не пойму. Зачем сделана такая крышка, если там нету дырки? В общем, какой-то заправлю просто так. Выглядит довольно-таки неплохо сразу. Ну, залил вот одну такую маленькую обувную губку. Половины заправки нет. Так что, по большому счету, эта губка стоит рублей 700 потегать. Надеюсь, что это будет нормальным, а не каким-нибудь... Как укрепить губку, чтобы она быстро не рвалась? Прикреплю ссылочку сбоку с подсказкой. Делал такое видео, оно у меня первое на этом канале осталось. Я специально удалил все видео до него. Так что можете посмотреть, как сделать самодельный такой маркер, чтобы не тратить кучу бабок на аналоги от известных брендов. Теперь бы найти еще крышку, которая упала между камней. Фу. Наверное, она стоит, смотрит. Ну, вообще, наверное, надо, да. Ну, заправка слишком густая для такого пера, еще и с намотанным капроном. Она, конечно, пишет, но пишет мне, поэтому зальем спидер.
просто посмотришь руфтоп. Его надо глянуть, да. Вот здесь, смотри, вот можно... А, ну тут не так много мест. Это можно считать баночкой хрома? Или это баночка золота? Ну, значит, я вот тебе даю ее на Тебе да, на банку хрома. Да нет, я сейчас что-нибудь так выполню. Да. Точки. О, какой паук. Ну что, попробуем залить эту хромовую заправку в Unipaint. Посмотрим, будет ли она писать. Unipaint у меня был черный. Так, ну это пока хочет еще черным писать. Какой-то такой черно-хромовая заправка пока вышла. Сейчас потягиваем немного, подождем, пока кончится. Потягиваем немного, подождем, пока полностью кончится черный, и посмотрим, будет ли писать хром. Есть как потягать?
Unipaint Chrome не пропускает. Как только черный кончился, писать тоже перестал. Пишет, но очень плохо. Поэтому я думаю, что вылью чернила отсюда спизер. Раз он, короче, этот хром, получается, не подходит к помповым маркерам вообще. Потому что слишком густые чернила. Ну что, заправим спизер. Этот хром за 1500 мажет. Светится. Это копы или нет? Прости, желтый. Ну, я на время заберу твое перо. Ну, а обзор заснимаем. И верну тебя на место, не переживай.
Блин, так хром выглядит вообще очень круто. Че, банка кончилась. Пока заправка показывает себя не очень. Не знаю, только вот в таком сквизере она более-менее писала у меня в Воронеже. Как бы на это есть в видосе, а так. Даже в дрипере молотого заправка пишет как-то не очень. Поэтому, ну вот этот сквизер посмотрим и потом будем делать выводы. Пока не очень. Ой-ой-ой, тихо-тихо. О, убежал. Красава. Арматуру ногу поцарапал. Хоть в сквизере пишет, а то я думал, уже вообще нигде писать не будет.
Ну, дай мне тоже узнал. Перу, да? Ну ты новое должен мне такая распорвал. Такого было рваное. Выпало нахуй, вот смотри. Вон оно выпало вообще нахуй. Ты рваный. Вот так Пашку маркер давать. Ладно, паук цвета наоборот привлекут к себе больше мух. Ладно, все по-братски зато поместились. Там бы сейчас как уебало вовсю. Да, да. У меня специально 6 банок черного с собой сегодня. Чё, Кирюх, блядь, белый? 6 банок черного? Да, Сюда сколько оставил? 4. 4 банки? Да. Я вот не понимаю, как так получается? Я прокрашиваю нормально. Да? Вот это вон трешовая заливка, как на тропе. Ну, бля, Все дырки видны. Какие такие дырки? Ну, щели между этими. Щели, ну понятно. Ну поэтому Просто фишка в том, что сейчас он нормально смотрится, а через месяца 2-3 у тебя он жестко выгорит из-за этого, если его не бафнут. у тебя будет как огурчик, да? Ну, подольше продержится. Фига там, смотри, это, на медленном. Пшшш. Камера, мотор, поехали. Нашел на Амазоне сегодня такую штуку. Что это? Это, короче, скетчбук гекинкаповский. Там идет комплект диск с игрой на PS-ку вторую. И вот такая книжечка. Сколько стоит? 700 баксов. 700 баксов? Спонсоры. Ну там не 700, там вместе с доставкой что-то в районе 600. О, хороший кофе. Да, да. Блин, 600 баксов дорого. Я бы хотел в коллекцию такой кончить. Кто смотрит с Америки меня? Пришлите мне такое, а? Здесь Getting Cup. На крыше тоже Getting Cup.
Ой, хитрый. Фига ты на это. Сразу на 2 мобильника снимаешь. Ну, типа... Ошибочка вышла, 21 тысяча рублей всего. Получается коробочка. Так это диск просто PlayStation-ский. Не-не-не, там коробка, видишь? А в ней всякий наборчик. Вот здесь не показано, какой набор. Вот, да. Вот 11 тысяч рублей. Ну вот, значит, можно дешевле. Это уцененка. Новый, смотри, 21. А это в разобранном виде. А какая разница? Ну, я бы новую брал. 10 тысяч разница. Там уже скетчи чьи-то будут. Ну чё, всем привет! Заправка мне не очень понравилась. У нее как-то слишком много пигмента, она как-то слишком густая. И даже вот в сквизерах типа дриппер молотовских она хреново пишет. Хотя я думал, что в этих маркерах уже любая заправка будет хорошо писать. Но... Поэтому я решил слить ее обратно в бутылку и разбавить. Обычной перманентной заправкой тоже. Единственное, что я не знаю, этот хром перманентный или нет. Здесь на упаковке ничего не написано. Никакой этикетки нету. Но я решил рискнуть. В этой бутылке у меня залито обычные 214 перманентные. Просто нравится тара, удобная. Короче, я просто добавлю черного сюда. Единственное, что не советую пробовать, конечно, сразу в таких объемах, потому что заправки между собой могут быть несовместимы. И попытавшись вот так разбавить, вы можете испортить свою заправку. Поэтому сначала пробуйте, немного отливаешь, пробуешь, а потом уже смотришь. Ну а если она после того, как я разбавлю ее, не будет писать, то у меня есть для нее еще одно средство, которое помогает заправкам любым писать. Вот оно. Так что если она не будет писать и после этого, мы ее взорвем, да и все. Ну теперь это, конечно, будет далеко не хром. Но я надеюсь, что она станет пожиже после этого. И писать будет получше. Хотя она опять же вот только по краям выходит. Не знаю. Можно попробовать, конечно, еще добавить черного. Но вообще, конечно, за такие деньги она стоила почти 1500, там 1300 или 1400, я помню, эту заправка хром, и так дерьмово писать, ну такое.
Пробовал залить этот хром в Unipaint. В Unipaint он вообще не пишет, не пропускает. Ну, сейчас попробуем вот так. Если и так писать не будет, ну что, тогда сразу в космос, да и все. Тут что-то мы с Пашкой тоже шарим. Смотри наверх. Топчик. Ну, он, кстати, сейчас не горит вообще, фонари отсвечивают. Но Вон, висит, видишь? Да, да. висит до сих пор, конечно, прикольно вообще. Долго провисел уже. Ой, если нет, то нет что. Этот хром я разбавил этим черным, потому что он вообще не писал. Я вылил в него ползаправки черного, ползаправки хрома. Ну теперь он хотя бы пишет теперь. Фига, там ваши брызги отлетели от Кирюхинца. Нам сказали направо идти, Гарь. Опа, Кирюха паркур. Опять есть. Да. А здесь никого хоть? Охрана. Ну как никого-то? Это же рабочее помещение. Почему? Ну, по соседству на этой территории свет горел. Так она за забором. Та территория. Ну давай на разведку еще вылезу. Собаки, надеюсь, не сидят у меня никакие. Блин, вообще не вылезу. Закрывайте двери. Что там? Тут надо в окно вылезать. Там большая территория прям. Штемпельная. Это ж типа чернил же можно заправить. По факту, да. Кто нашел что продать? А? Нашел что продать? Ну, по-любому ничего не интересно. Алло. Потекли. А, это сейчас неудобно, если... Сейчас неудобно, я в заброшке.
Я в заброшке, и я хочу бомбить. Ну, так себе заправочка на самом деле. Какая-то слишком густая. Даже с кизели пишется хреновато. По краям краски больше льется, а по центру послабее. Не знаю, за свои деньги мне она точно не понравилась. Как бы, ну, писать можно, я и ее потрачу. Но такое. Можно купить что-нибудь более жидкое и, ну, хорошее. Поэтому смотрите сами. Маркер на видео дотегаю. Выводы делайте.